Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео поговорим о микроконтроллере Atmega 8, а в конце видео обсудим результаты голосования, которые я размещал в сообществе, и планы на ближайшие ролики. Кто хочет, у видео есть тайм-коды, может сразу перейти к итогам голосования. Начнем с характеристик Atmega 8. Главное обстоятельство, по которому имеет смысл использовать Atmega 8, это ее совместимость в очень многих вещах с Atmega 328. При цене почти в 3 раза меньше. Вот для примера снимок экрана с AliExpress. Atmega 328 стоит около $4, а Atmega 8 около $1,5. Atmega 8, как и Atmega 328, имеют по 28 ножек в дип-корпусе и по 32 ножки в корпусе для поверхностного монтажа. И расположение пинов земли, питания, ресета, подключение внешнего кварца, а также цифровых и аналоговых пинов совпадает с Atmega 328. То есть принципиальная схема подключения Atmega 8 будет такая же, как и у Atmega 328. И мы можем заменять один микроконтроллер на другой, не меняя его обвязку. Кстати, я тут в прошлом видео на словах правильно сказал, только на схеме значок поставил не тот. Пин-ресет, конечно же, подключается к питанию, не к земле. То есть можно использовать вот такую цепочку. Пишем скетч и тестируем его на Arduino. Смотрим, сколько он занял места в памяти. Если по потреблению памяти и другим характеристикам нас все устраивает, то используем более дешевую Atmega 8. Но есть, конечно, между микроконтроллерами ряд отличий, о которых и поговорим в данном видео. Кроме очевидных отличий, представленных в таблице, то есть 8 килобайт флеш-памяти вместо 32 килобайт у Mega 328 и вдвое меньше оперативной памяти SRAM и EEPROM. Есть, в общем-то, и неочевидные. Например, число шим-каналов у Atmega 8 всего 3, то есть вдвое меньше, чем у Atmega 328. И для работы с шим-сигналом нам доступны пины 9, 10 и 11. Это нужно учитывать при переносе проекта, где мы работаем с шим-сигналом. Есть отличия в плане энергопотребления. В обычном режиме при одинаковой с Atmega 328 частоте и одном и том же загруженном скетче Atmega 8 потребляет 22,7 мА в обычном режиме и 0,27 мА в режиме Power Down. Atmega 328 в основном режиме потребляет 14,5 мА, а в самом энергоэкономичном 0,29 мА. Так что в обычном режиме Atmega 8 потребляет больше, чем 328 мега. Хотя в спящем режиме потребление немного меньше. Это отражено в даташите на первых страницах обоих микроконтроллеров, только тут указано и для 8 меги, и для 328 потребление при 3 вольт и 4 МГц. А у нас 5 вольт, да и внешний кварц, скорее всего, потребляет больше, чем внутренний. Так что и значение существенно больше. Теперь по режимам сна. Тут тоже есть некоторые отличия. Режимов сна у Mega 8 меньше на 1, чем у 328, но главное другое. Так как у Atmega 8 совсем нет прерываний по смене пина, то мы не сможем разбудить микроконтроллер срабатыванием, соответственно, прерывания по смене пина PC-INT. Однако, как и у Atmega 328, есть два аппаратных прерывания INT0 и INT1, расположенных также на 4 и 5 ножке микроконтроллера. У Atmega 8 нет прерываний по срабатыванию Watchdog, то есть того самого прерывания VDT, который есть даже у Attini 13, да что уж говорить, даже и у Attini 10. Хотя сам сторожевой таймер есть, и мы можем через регистры настроить время его срабатывания.
но задать какое-то событие на его срабатывание мы не можем. Срабатывание Watchdog всегда приводит к перезагрузке микроконтроллера. О работе с Watchdog у меня есть очень подробное видео. Кто не смотрел, ссылка в описании и в подсказках. Для работы с 8 мегой подходит та же библиотека Minicore, что и для 328 меги. Если она уже установлена, то выбираем плату от Мега 8. Если не установлена, переходим на страницу библиотеки, ссылка на нее будет в описании к видео, и добавляем вот эту вот строку в дополнительные ссылки для менеджера плат. И устанавливаем далее библиотеку через менеджер плат. Для примера работы берем скетч из прошлого видео, где мы выводили на дисплей TM1637 влажность и температуру с датчика DHT11. Скетч при компиляции занимает 5360 байт, что вполне помещается в память 8 меги. Причем обычно на младших моделях линейки скетчи занимают еще меньше. И меняем микроконтроллер на Atmega 8. Проверяем, что у нас выбран внешний источник тактирования и программатор USB ISP. Нажмем сначала «Скомпилировать». Скетч, как я и говорил, занял еще меньшее место в памяти – 4916 байт. Теперь можно заменить на плате Atmega 328 на 8 мега. Подключаем USB ISP программатор к компьютеру и загружаем скетч. Получаем аналогичный результат измерения температуры и влажности, но при этом сэкономили на микроконтроллере почти $2,5. Теперь по результатам голосования в сообществе. Побеждают с большим отрывом платы ESP. Я, в общем-то, таким результатом очень доволен, так как в любом случае планировал несколько роликов по ESP8266 и ESP32, в том числе о самодельных устройствах на их основе. Так что следующее видео будет по ESP8266. По другим платам я тоже сниму 1-2 обзорных видео. Если понравится, продолжим. Но это позже. Удивило меня, как мало Raspberry набрало голосов. Даже меньше, чем мой шуточный вопрос про томаты. Лично для меня тема интересная, особенно рассмотреть вот такую вот малышню Raspberry Pico RP2040. Это такой аналог Tiny 13 в семействе Raspberry, но в разы превосходящий по характеристикам. Так что, думаю, сам с ним поиграюсь и, наверное, сделаю по нему обзор. Если понравится, потом тоже можем продолжить эту серию видео. А по поводу моих экспериментальных томатов, которые я облучал светодиодной лентой, чувствуют они себя прекрасно. Чтобы тут не устраивать ирландское рагу, я добавлю в описании ссылку на видео о моих подопытных. Посмотрите, кому интересно. Спасибо за внимание и увидимся в следующем видео.